Такого еще не было. Это путешествие станет самым масштабным в истории канала Янг Буян. И, наверное, самым неожиданным для меня. Все случилось спонтанно. Я без какой-либо подготовки купила билет и прилетела, наверное, в самую неоднозначную страну на планете. Одни ее люто ненавидят, а другие видят ее в самых сладких грезах. Чем закончится этот большой трип по Америке, предугадать практически невозможно. А вот начинается он с милого городка под названием Сан-Диего. Этому городу есть чем удивить и порадовать. Носятся как угорелые. Здесь неожиданно можно вспомнить Европу. Здравствуй, Испания. И обязательно познакомиться с самыми лучшими жителями Сан-Диего. Какие они прикольные. Запашок так себе. Но и не избежать разочарования. Никакого удовольствия, потратив $62, я не ощущаю. Здесь я узнала, что из русской кухни любят американцы. Вареники, пельмени, голубцы. А какое блюдо американцы боятся больше всего на свете. Они не могут на него смотреть, они его боятся, как, я не знаю чего. В общем, в ближайший час, как живут люди в Сан-Диего и за что они особенно любят свой город. Don't you say it, I can't hear it. Солнечный Сан-Диего входит в топ-5 идеальных городов для жизни и туризма. Благодаря чему, сегодня буду выяснять. Но начну знакомство с городом с его истоков. В 1542 году сюда впервые ступила нога европейца. К берегам Америки пришел корабль испанского морехода Хуана Родригеса Кабрильо. К его памятнику приходит каждый, кто попадает в Сан-Диего. Это дань уважения. И к тому же отсюда открывается отличный вид на гавань, на города Сан-Диего и мексиканский Тихуана. Первые 300 лет Сан-Диего, как и вся Калифорния, принадлежали Мексике. В середине 19 века, после Мексиканской войны, Калифорния стала частью Соединенных Штатов. Даль мексиканской истории Сан-Диего я уже отдала, посетив памятник Кабрильо. Следующий памятник, к которому я отправляюсь, это уже часть американской истории. Еще одна культовая скульптура, которую невозможно не посетить, если вы находитесь в Сан-Диего. Это моряк, страстно целующий медсестру. Вы наверняка знаете этот легендарный снимок Эйзенштадта, сделанный в Нью-Йорке на Таймс-сквер в день капитуляции Японии. Эта фотография и этот поцелуй стал для американцев символом завершения Второй мировой. И по его мотивам сделали серию скульптур в разных городах США. Эту парочку в Сан-Диего называют «безоговорочная капитуляция». В Сан-Диего создали парк, куда стремлятся миллионы туристов, чтобы увидеть, как здесь жили первые мексиканцы, а затем первые американцы. Если спросить у местного жителя, что нужно посетить в первую очередь, вас отправят в старый город. Ведь это не только старейший населенный пункт Сан-Диего. Отсюда, можно сказать, пошла сама Калифорния, потому что именно здесь было первое европейское поселение штата. Сейчас здесь исторический парк, и я предлагаю нам с вами прогуляться по нему. Очень интересное, колоритное. Здесь можно много интересных фотографий сделать, кому это важно. Но состоит оно в основном из магазинов, сувенирных лавок и ресторанов. Тут можно услышать выступления аутентичных мексиканских исполнителей, приобрести что-то из народных промыслов. Я очень хотела заглянуть в музеи, но они, увы, оказались закрыты. Поэтому отправляюсь на один из пляжей. Ими Сан-Диего известен на весь мир. Но я, скажу честно, выбрала не самый обычный. Помните, как в американских фильмах все гуляют с собаками на пляже, собаки плещутся в океане, все счастливые, довольные. Но на самом деле это специальные пляжи для собак. Сюда приходят люди с четвероногими друзьями и отдыхают. Для них здесь раздолье. Вон как веселятся. Носятся как угорелые.
Это место жители Сан-Диего называют без поводка. У собак здесь полная свобода. При этом хочу отметить, пляж идеально чистый. Прикольно здесь. Такое место, вот знаете, как будто теплотой пронизано. Собаки счастливые просто. Каждый день жители Сан-Диего могут позволить себе не только прогулку у океана, но и спокойно прошвырнуться в другую страну. Хотела бы я вам сейчас сказать, что мы перейдем с вами границу и погуляем по Тихуане. Но, к сожалению, нет, потому что, в принципе, границу мы перейти можем, как туристы. Но американская сторона по наземной части нас уже обратно не пустит. Надо будет лететь в Мехико, из Мехико в Лос-Анджелес, из Лос-Анджелеса возвращаться опять в Сан-Диего. Как вы сами понимаете, путь не близкий, поэтому эту идею мы сразу же отбрасываем. Если при прохождении пешеходной границы вам понадобится паспорт, то при прохождении автомобильной границы вообще не нужны документы. От слова совсем. Вы можете посмотреть сами. Позади меня автомобильная граница, машины даже не останавливаются, они просто проезжают. С одной стороны, да, это экономия времени, а с другой стороны, представляете, как можно использовать этот момент не в очень хороших целях, как наркотрафик, похищение людей и так далее и тому подобное. Но при прохождении, допустим, из Мексики, границы обратно в США, люди стоят в пробках по 6, по 7, по 8 часов. Вот такой вот интересный факт. Мексиканский город Тихуана вон там за поворотом. Близкий, но для меня недоступный. Зато есть время поговорить с жителями Сан-Диего. Сегодня я вас познакомлю с 3 интересными людьми. Здесь они живут давно, приехали из стран СНГ. Первая встреча с Людмилой. Сан-Диего, конечно, славится своей мексиканской едой, поэтому нельзя уехать отсюда, не попробовать местную кухню, настоящий буррито. Здесь я именно решила встретиться с Людмилой, которая живет очень долго уже в Америке. Людмила, расскажи о себе. Именно в Сан-Диего я живу 5 лет. Мне очень нравится город, нравится погода, климат, нравятся люди. И вот, да, близость с Мексикой, с мексиканской границей. Я считаю, для нас, для жителей города, это большое преимущество, огромный плюс. В чем оно заключается? Первое, это, конечно же, медицинский туризм. Ни для кого не секрет, что стоматология в США безумно дорогая. И, допустим, элементарная работа стоматолога может стоить $1000. Допустим, коронка, имплант. Имплант в Америке стоит 4000, 3,5. В Мексике 1,5. Поэтому все те, кто хотят сэкономить, переходят границу пешком, либо на машине едут и пользуются услугами мексиканских докторов. Но также, помимо стоматологов, в Мексике есть развита пластическая хирургия. Американцы с удовольствием делают себе разного рода пластические операции. А нет такого страха, что, допустим, в Мексике делать пластическую хирургию? Как там доктора? Ну, скажем так, сарафанное радио никто не отменял. Как-то все какие-то рекомендации спрашивают, пытаются найти хорошего доктора. Оказывается, в Тихуану жители Сан-Диего едут не только за лечением или пластикой, но и за свободой. Когда начался всемирный карантин, все было закрыто, потому что ограничения были очень жесткие. Мы в Мексику ходили в рестораны. Да ладно, серьезно? Да, потому что там все работало, в кинотеатры. Прям глоток свежего воздуха. Да, глоток свежего воздуха на самом деле. Да и вообще ощутить вот эту разницу, вот этот контраст, это действительно, ну, я не побоюсь этого слова, как вот, ну, может быть, так, блеск и нищета. Здесь такое все прилизанное, а там вот ты попадаешь как в другой мир. Но это плюс, но есть же по-любому и минусы. Конечно, есть минус. Все, наверное же, вы знаете, что тоже не секрет. Наркотрафик самый огромный. Ну, откуда он идет? Он здесь. Какие-то определенные годы Тихуана вообще лидировала в рейтингах как самый криминальный город мира. Также торговля людьми. Кстати, вот это кафе, где мы с вами находимся, этот городок Эль-Кахон, здесь где-то недалеко есть перекресток, я вот точно не знаю где. Он считается одним из самых опасных перекрестков, где происходит киднеппинг, воровство людей. То есть, да, могут... До сих пор. Я не знаю, как до сих пор, я там не гуляю. По версии одного известного американского журнала, в Сан-Диего живут самые удачливые люди США. И очень скоро вы поймете, почему. Сан-Диего город миллионеров. На самом деле здесь очень много богатых людей.
А как я всегда говорю, там, где есть миллионеры, возле меня миллионерам и бедным получше будет. Ну, конечно, здесь конкуренция выше в плане работы. Плотность населения выше. Я думаю, что с работой не так просто здесь, не так сразу можно найти работу хорошую. Плюс стоимость аренды жилья и просто жилья, она выше в разы, чем в той же Миннесоте. Стоимость жизни здесь выше. Но, живя здесь, понимаешь, что оно того стоит, потому что, как шутят местные здесь, в Сан-Диего, они так говорят: мы платим sunshine tax, то есть налог на солнце. Да, на хорошую погоду, на солнце. Местные сан-диеговцы, они гордятся своим микроклиматом. В таком микроклимате не мог не появиться уникальный парк. Туда я сейчас и отправляюсь. Я в одном из самых больших парков США. Это парк Бальбоа. По сути, это просто отдельный город. Одно перечисление того, что здесь есть, займет половину ролика. Здесь есть несколько садов, а именно 16. Здесь и музеи, их тоже 16. Есть 4 театра, стадион, детская железная дорога. И здесь же находится самый известный зоопарк. В общем, пойдемте скорее всего смотреть. Действительно, как будто находишься где-нибудь в Испании. Какой-нибудь Плаза дель Сан-Диего. Эх, здравствуй, Испания! Центральную улицу парка, которая называется Эль Прадо, легко узнать по роскошному стилю эпохи испанского колониального возрождения. В течение часа, не уходя с этой улицы, можно совершить кругосветное путешествие. Сначала зайти в японский сад дружбы, потом познакомиться с культурой Африки и посетить выставку мексиканского искусства, а затем заглянуть в испанскую деревушку. Самое посещаемое место в парке Бальбоа – зоопарк. Вот он, самый посещаемый зоопарк в мире. Говорят, что здесь, без ужасных вольеров и клеток, в условиях максимально приближенных к естественным, живут почти 4000 особей. Здесь можно увидеть порядка 650 видов животных. Что тут говорить, здесь даже панды размножаются, а это для зоопарков большая редкость. Пойдемте посмотрим, действительно ли это так. Я против зоопарков. Против цирков, против всех дельфинариев, но зоопарк – это одна из главных достопримечательностей Сан-Диего, поэтому я просто не могу сюда не прийти и не показать его вам. Но надеюсь, что когда-нибудь все зоопарки, цирки, дельфинарии, естественно, они исчезнут. Вход в парк за одного человека стоит $62. Это просто очень дорого. Еще в 1922 году здесь попробовали содержать животных без вольеров. И, кстати, первыми получили свободу львы. Затем постепенно стали приучать и другие виды. Кстати, этот зоопарк был первопроходцем еще в одном весьма актуальном сегодня вопросе. Здесь впервые в истории пост директора занимала женщина – Белль Бенчли. Безусловно, парк сделан очень хорошо. Тропинки, водопады, джунгли. Но все-таки зоопарк – это зоопарк. И никакого удовольствия, потратив $62, я не ощущаю. Даже такую очень глубокую печаль и грусть. Вот честное слово, зря потратили деньги. Я все-таки обожаю жирафов, но лучше на них смотреть в естественной природе. Например, смотрите мой ролик про сафари. Вот это интересно. Какие же они грациозные животные, прям поражаюсь. Еще в одном вопросе зоопарк опередил свое время. На самом деле я пришла сюда еще по одной причине. Можно сказать, что именно с этого зоопарка началась история YouTube. Да-да, вы не ослышались. Только представьте, именно здесь было снято самое первое видео, загруженное на YouTube. На нем сооснователь сайта Джавед Карим стоит возле слонов. Кстати, возможно, это один из них. Привет. Вот и мы, прямо перед слонами.
Самое классное в этих парнях то, что у них очень-очень-очень длинные хоботы. И это круто. И это, в принципе, все, что можно сказать. Это была отличная прогулка, хоть и немного грустная. Пора перекусить, тем более, что у меня назначена встреча с Айком. У него в Сан-Диего свой ресторан. Айк, как вы оказались в Америке? Наша семья в 98 году переехала из Георгиевска, Ставропольского края, в Сан-Франциско. И когда я переехал в Сан-Диего, мне так понравился этот город. Ресторан Айка весьма популярен, и его посетители далеко не только русскоговорящие люди. Он открывается в 5 вечера. Это непривычно для нас, а для американского города вполне оправданно. У вас ресторан с очень интересным названием «Пушкин». Почему вы его так назвали? Какая у вас кухня преимущественно? Преимущественно у нас, я бы сказал, даже русская советская кухня. Я взял все свои самые любимые блюда и поставил их в меню. Почему я назвал ресторан «Пушкин»? Потому что моя мама ученица русского языка и литературы. И в детстве, когда я жил в России, Пушкин был самым моим любимым поэтом. Несмотря на то, что американцы очень любят русскую кухню, есть все-таки одно блюдо, которое вызывает у них ужас. Скоро узнаете, о чем речь. Когда американцы приходят в ресторан, вообще какое они чаще всего блюдо русское заказывают? Чаще всего они заказывают то, что они, может быть, слышали и что они знают. Борщ. Борщ обязательно, бифстроганов, вареники, пельмени, голубцы. Были блюда, которые американцы вообще не поняли. То есть, как бы я не любил холодец, американцы, они не могут на него смотреть, они его боятся, я не знаю чего. А окрошка есть? Окрошка есть, летняя. И как? Окрошку любят. Сало едят, будь здоров. То есть стараешься им не объяснять, что это такое, потому что им начинаешь говорить, что это жир от свиньи, который там на спине, его замариновали, заморозили, потом как масло его нарезаешь. Просто говоришь, что это? Говоришь, вкусно. Кюрд – мясо. То есть это мясо. Русское мясо очень вкусное. Украинское, берите, попробуйте. Однажды Айку пришлось с оружием защищать свой ресторан. Случилось это в период протестов, которые прошли под лозунгом Black Lives Matter. Жизнь черных имеет значение. Поводом для них стало убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Наверняка вы помните, это обсуждалось во всех новостях. Было очень непонятное время. Сейчас ты уже понимаешь, что, скорее всего, ничего могло бы и не произойти, да? Но на тот момент было много чего непонятного. Ковид, люди ломают, жгут. В даунтауне нас сожгли очень много зданий, сломали. В соседнем городе вообще там банки поджигали и многое другое. И было непонятно, что происходит. Я теперь понимаю, что если у меня все сожгут, сломается, и что-то произойдет, просто пипец. К этому моменту, я и мои друзья очень любим оружие. Вот. У нас у каждого там по 6, по 7, а то и больше стволов разных. Они с радостью, они ждали этого звонка, я бы сказал так. Пацаны, берите оружие, приезжайте, там я даже не успел договорить, они все уже здесь были. Приезжали ребята, дежурили с нами, человек 12-13, может быть, даже было. Потом некоторые уезжали, некоторые приезжали. И в конце уже, когда вот этот момент произошел, когда надо было выходить на улицу и шла огромная толпа, у нас, кажется, было человек, может быть, 10 на тот момент. Вот. Но потом еще всю неделю мы дежурили. И ребята у нас с дробовиками в окнах стояли внутри. И, естественно, никто ничего не сделал. Очень многие даже респект, молодцы, ребята, защищайте. Не только политическая ситуация в стране, но и соседство с Мексикой накладывают свой отпечаток на работу ресторана. Вообще то, что ресторан, вы держите ресторан и граница с Мексикой, как-то влияет это? У меня половина поваров мексиканцы. У меня половина ребят живут в Мексике, а работают здесь. Серьезно? И каждый день они переходят границу? Они каждый день переходят границу. То есть у меня двое посудомойщиков живут в Мексике. В Тихуане? В Тихуане. Они граждане Америки. Если бы они не были гражданами Америки, их бы сейчас не пускали по рабочей визе. Они граждане Америки, им там дешевле жить. То есть у него 2 детей, у него мама, у него целая семья, и он платит аренду в Мексике $300 в месяц. У другого там свой дом. Они зарабатывают там по $15 в час, когда в Мексике им платили бы $15 в день за то, что они моют посуду. И поэтому ребята приезжают 10 часов, 8 часов работают с огромным удовольствием и едут обратно в Мексику. И таких у меня 3-4. Какая разница в стоимости аренды жилья, допустим, в Сан-Диего, 1-2 комнаты, в хорошие апартаменты, и в Тихуане? Окей, в Сан-Диего меньше, чем за $1500 ты ничего не найдешь. И это будет не самое хорошее место. Если ты хочешь двухкомнатную нормальную квартиру или апартмент в нормальном районе, то минимум $2500, $2200 тебе будет это стоить.
А в Мексике $250 в месяц. То есть разница где-то в 10 раз дешевле. К счастью, чтобы попасть на легендарный остров Сан-Диего, никаких пропусков не надо. Я отправляюсь на остров Коронадо. Кстати, географически это полуостров, ведь он соединяется узкой полоской суши с большой землей. До Коронадо можно добраться на машине через мост или на пароме. Я выбрала первый вариант. Здесь Коронадо – рай для любителей старых американских фильмов. A little different than all the rest. I'm quite old-fashioned where I had sometimes played chess. Помните, как в легендарном фильме «Джазе только девушки» Мэрилин Монро сидела на пляже в шезлонге и высматривала себе миллионера на яхте? Ради бога, извини. Ну что вы, Руки, ноги целы? кажется. Если можно поточнее. Почему? Потому что, когда люди узнают, кто я, они тут же усаживаются в кресло на колесиках, нанимают адвоката и предъявляют иск в $500 000. Успокойтесь, я никакого иска предъявлять не буду. Благодарю вас. Вот это тот самый пляж, а за моей спиной тот самый отель «Дель Коронадо», в котором снимался фильм. И, кстати, здесь останавливались президенты США, голливудские звезды и английские принцы. Никогда не думала, что окажусь в этом отеле. Сколько раз я смотрела этот фильм. Как вы понимаете, не случайно этот отель считается национальным историческим памятником США. Меня же поразило, что здесь удалось сохранить непередаваемую атмосферу 30-40-х годов Америки. Ну а теперь путь на другой конец Сан-Диего, туда, где время не имеет значения. Я спешу на встречу с морскими львами. Они облюбовали себе место в бухте Ла-Холья. Какие здесь волны, просто какие здесь шикарные волны, как же это красиво! У меня просто такие мурашки, у меня просто столько эмоций. Я обожаю океан, я просто его обожаю. Он невероятный. И здесь вот плавают котики периодически, знаете, сидят серферы на своих досках на лайнапе, и рядом с ними котики, нет, это не котики, это морские львы. Морские львы рядом с ними проплывают, пеликаны пролетают. И все-таки подобные места мне намного ближе, чем самые комфортабельные зоопарки. Что может быть лучше для животных, чем свобода? Какие они прикольные, но скажу я вам, как здесь пахнет рыбой, как на каком-то рыбном рынке. Запашок так себе. Но они вообще не обращают внимания на людей. Ну, смотришь на них, фотографируешь их. Ты как для них как белый шум просто, белое пятно. Ты для них как невидимое что-то. Морских львов хочется фотографировать бесконечно. И вы же знаете, где вы можете увидеть эти и не только фото. Правда? И, кстати, не забывайте подписываться на мой инстаграм. Там всегда путешествия в режиме реального времени. И плюс в видео я действительно не могу показать все. А в инстаграме я стараюсь это делать по максимуму. Какие они крутые! Как бы ни было, мне трудно расстаться с морскими львами. Но нужно спешить на встречу с еще одной жительницей Сан-Диего. Яна переехала жить из России в Сан-Франциско. Но стоило ей раз посетить Сан-Диего...
Я просто увидела очень красивый город, я увидела, что он очень благополучный, наверное, вот хорошее такое слово, он как будто создан для того, чтобы просто рай на земле. Я собрала вещи, переехала жить в Сан-Диего. Чем я занимаюсь здесь? Да, в принципе, тем же, чем я и занималась в Сан-Франциско. Я издатель женского журнала, уникальный проект. «Горожанка» существует вот уже 14 лет. Это Так долго уже. Да. Я начала его издавать буквально сразу, как только приехала в Америку, потому что я увидела, что для русскоязычных женщин нет вот такого местного журнала, который бы помогал сохранять наши родные традиции, культуру. И русскоязычные женщины нуждаются в этом, подумала я. О чем примерно журнал? Вот какие статьи там? Журнал, конечно же, о нашей культуре. Журнал о русскоязычных женщинах, которые чего-то достигли в этой стране. Кроме того, у меня есть еще одно детище, теперь уже стало достаточно стабильным проектом. Это конкурсы красоты, которые тоже изначально были ориентированы на русскоязычных девушек. Яна, как и многие жители Сан-Диего, ценит этот город за разнообразие культур. Здесь порядка 30 национальностей. Согласитесь, это обогащает твои знания о мире. А как к русским здесь относятся? Я всегда чувствую только очень хорошие отношения к русским. Существуют вроде какие-то мифы какие-то к русским, там как-то не очень дружественно относятся. Я этого никогда на себе не ощущала. Я знаю точно, что куда бы я ни пришла, я всегда с гордостью говорю, что я русская. И когда я говорю, что я русская, то, мне кажется, передо мной вообще все открываются все двери. Сан-Диего граничит с Мексикой. Какой это вообще откладывает отпечаток на город? То, что Мексика находится рядом, это дает возможность туристам приехать в Сан-Диего и потратить здесь много денег. То есть это очень хорошо для бюджета города. Все жители Сан-Диего не устают повторять, что их город особенный. И это меня восхищает. Причем каждый находит в нем свои преимущества. Чем отличается Сан-Диего от других городов Америки? Он вообще уникальный, необыкновенный город. Отличается климатом. Круглый год лето. И не жаркое лето, а мягкое, бархатное лето. Отличается тем, что люди здесь более спокойные. Очень трудно работать, знаешь. Я не хочу работать, я хочу проводить время на пляже. С Яной трудно не согласиться, и я еду дальше наслаждаться красотой Сан-Диего. Меня ждет квартал газовых фонарей. Здесь можно окунуться в подлинную атмосферу 19 века, благодаря сотне исторических зданий викторианской эпохи и мощенным мостовым. Хотя, говорят, фонари все-таки уже не газовые, а электрические. Раньше район газовых фонарей был злачным местом, а сейчас это сосредоточение ночной жизни Сан-Диего. Сегодня был очень насыщенный день, и я рада, что он заканчивается в таком тусовочном месте. Ведь завтра меня ждет очень серьезный объект, наверное, самый серьезный в Сан-Диего. Речь про авианосец. Это легендарный авианосец Мидвей. Он был построен сразу после Второй мировой войны. Только представьте, на его борту может поместиться 120 самолетов. Побродить по этому гигантскому авианосцу может любой желающий. Ого, вот это прикольно. Конечно, здесь будет очень интересно детям, ведь любой желающий может нажать любую кнопку, повернуть любой выключатель, выдвинуть рычажок и так далее. Но я скажу вам так, я не ребенок, но я просто в восторге. В некоторых экспонатах можно посидеть даже внутри. Допустим, вот в этом истребителе. Или это не истребитель? О! Господи, сколько же здесь всяких кнопочек-то. Прям работает. Сейчас еще улечу. Я совершенно не чувствую, что это музей. Здесь удалось полностью сохранить реальную атмосферу военного корабля. Даже манекены можно принять за реальных людей.
когда-то здесь была жизнь. О, это было что-то шикарное. Здесь, наверное, была каюта капитана. Здесь он спал. Вы даже не представляете, как я пожалела, что поставила машину на парковку всего на 2 часа. Я бы с радостью провела на этом корабле весь день. Прям он очень большой, он гигантский. Ну, в общем, 2 часа, чтобы пройти весь корабль, этого недостаточно. И то я уже под конец просто бежала, старалась максимально все успеть, чтобы успеть прибежать к машине до окончания парковки. Все, я побежала. Ну что ж, время подводить итоги. Я узнала, что главное преимущество Сан-Диего – это его климат. Жители даже платят из-за этого повышенный налог. Не обошлось и без открытий. Граница с Мексикой, которая до приезда сюда мне казалась очевидным минусом, наоборот, для местных оказалась преимуществом. И как-нибудь я обязательно сниму ролик про жизнь на той стороне границы. Кроме сегодняшнего дня, здесь 320 дней в году светит солнце. Здесь 120 километров лучших пляжей на планете. По лазурным волнам Тихого океана скользят серферы, а рядом рассекают воду дельфины и морские львы. Здесь соприкасается культура 30 народов, и все это рождает яркий фейерверк впечатлений. Это был город Сан-Диего. Вы на канале Ян Боян, и мое путешествие по Америке только начинается.